Здравствуйте, уважаемая Инга, Яна и гости вашего канала. Я обращалась к вам с помощью, чтобы вы помогли, поставили ведьмин купол на моего брата, на Егора. Он у меня в СВО, в штурмовом отряде. Слава богам, вы мне не отказали, все было сделано. Мой брат жив-здоров вернулся, живой, здоровый. Сейчас у него предстоит операция. Ну, он по здоровью надорвался там. После операции он возвращается опять на СВО. Я очень благодарна вам, уважаемая Инга, за своего брата. Так как я и заменила его маму, вернее, заменила маму. Мама наша рано умерла. И я очень переживала за брата. И я тоже, в свою очередь, читала обереги, заклинания. Каждый вечер. Я очень волнуюсь, извините. Вот. Благодарю вас, Инга. Я не могу выразить свое уважение, признание вам словами. Я очень благодарна вам. Слава богам, что вы у нас есть. Слава роду вашему. Благодарю вас, уважаемая Инга. Извиняюсь за такой вот диалог. Я не умею разговаривать красиво. Но все же не могу не выразить вам свое уважение, свое восхищение и свою благодарность за сохранение жизни наших бойцов. Вы помогли не только моему брату. Все, кто был рядом с ним, тоже удивлялись, как такое может быть. Он говорит, даже не то, что дерево рядом не осталось, даже кустика, говорит, целого, а на них не царапин. Слава богам, слава им, к вашему роду и вам. Благодарю вас. Здравствуйте, уважаемая Инга, Яночка и зрители канала «Ведьмина изба». Это голосовое сообщение из цикла «Спасительные ритуалы». Меня зовут Людмила, и я хочу поделиться с вами своей историей, которая началась в августе 2022 года. Хочу заметить, что на канале «Ведьмина изба» я уже где-то с 2018 года достаточно хорошо познакомилась с вашими Инга-ритуалами. Так вот, в августе 22 года муж заговорил со мной о том, чтобы пойти добровольцем защищать нашу большую родину Россию. Я хочу заметить, что мужу 47 лет, он в армии не служил по состоянию здоровья, но с детства занимался полупрофессионально борьбой, ну и со временем, как в течение жизни, поддерживает хорошую спортивную форму. Так вот, после того, как он мне задал этот вопрос, я, конечно же, оторопела, но вида не подала и ответила ему, что приму любое и поддержу любое его решение. Еще хочу также внести уточнение в своей жизни, что у нас с ним растут два сына, одному из которого 17 лет, другому 13. И мы прекрасно понимаем, что только в семье родители могут научить детей, а в особенности мальчиков, любить и быть готовым защитить свою родину в любой момент времени. Тем более, что сейчас такое время, когда сами родители могут показать это своим примером. Мне было, конечно, очень страшно от неизвестности. Думаю, что и супругу моему он испытывал тоже тревогу, что там и как. Но все равно мы приняли решение, что он пойдет и будет защищать нашу родину. Ну и меня, соответственно, с детьми. Когда мы вместе приняли это решение, то где-то в середине сентября я стала делать чистки.
Я стала делать чистку Параскева пятницу. Я где-то, наверное, с месяц каждую пятницу я делала эту чистку. Делала сила земли, чистка белым по черному. Убираем на злые чары. Дуся, Маруся да Варвара. Также, я в день делала не одну, а несколько чисток. Там делала чистки от неудачи, невезения, огненная стена от врагов, другие. Также делала денежные чистки. Дальше я стала делать защитные ритуалы. А также я сказала мужу, что он тоже должен провести ритуалы, там, которые написаны, что лично человек должен сделать с клинком. Он сделал оберег от зла и великий оберег от смерти со своей фотографией и белой тканью. Вот в 3 часа ночи, да. Я сказала, говорю, я тебя не отпущу, если ты не сделаешь эти ритуалы. Он провел эти ритуалы. Кроме этого, я сама делала такие защиты, как защита от 3 старцев, ратный сохран на 3 замка, помешать врагам. Кроме этого, я купила обережный знак Велеса из серебра. Начитала его и дала мужу. Также я еще и детям сделала эти обережные, и себе сделала этот обережный знак Велеса. Да, и он у нас висит, защищает меня, моих детей. Да, все это время, пока мы готовились, собирались, я думала, как же мужу еще дать с собою спасительные слова, чтобы они как бы не потерялись, и были с ним в любую минуту, в любую опасность, которую он может достать, быстро прочитать и еще больше себя, как говорится, защитить. И мне в один момент пришла такая очень удачная мысль. Кому надо, можете воспользоваться моим опытом. Я на бумаге, на листочке размером 14 где-то на 7 сантиметров распечатала слова заговора. И с 2 сторон там они получились, и заламинировала их. Я взяла такой ритуал, как слова, это черед, дух, телохранитель, очень сильная защита для всех, и щит защитный. Вот. Я сфотографирую, как оно выглядит. Яночке в WhatsApp выложу фотографию этих, как они называются, слов, которые с собой муж брал. Кстати, когда он был там, за ленточкой, была ситуация, он одному своему товарищу, у него тоже у товарища была сложная ситуация, очень тяжело ему давалось этот момент жизни. И муж мой подарил ему эти слова. И после того, как он начал читать эти слова, вы знаете, у товарища мужа все изменилось в лучшую сторону. Так вот, муж отправился в нашу знаменитую частную компанию, которая гремела в то время на всю страну. И 4 декабря он уже уехал за ленточку, так называемую, за ленточку, туда, в район боевых действий. Как раз это время брали Солидар, а потом и Артемовск, Бахмут, так тот знаменитый. В эти все полгода он был в саперной роте. Да, с 4 декабря, и пока он не вернулся, я каждое утро в 6 часов утра вставала, больная, здоровая, там радостная, праздник, не праздник, выходной. Я читала великий щит, оберег, очень сильный, очень сильно для всех. Поворачиваясь с фотографией мужа, поворачиваясь на 4 стороны света, я читала это каждый день, пока мой муж не вернулся домой. Он вернулся ровно через полгода. Он тоже с 3 на 4 пересек ленточку обратно, а 5 он уже был дома. Каждый день мой муж соприкасался со смертью.
но она его обходила стороной, так как и я читала оберег, и он говорит, что иногда читал черед, обращался к череду, духу телохранителю. Когда вернулся, он поставил ему огромный бокал с виски, зажег свечу, и своими словами он поблагодарил этого духа. Кстати, за ленточкой у него была ситуация между своими, когда его обвинили в нарушении, скажем так, правила. У них нельзя было телефоны иметь, да, а его незаконно обвинили в том, что и он участвовал в этом всем. Наказания очень суровые, вплоть до того, что человек с одной гранатой без защитных каких-то вещей идет впереди всех, как говорится. Вот. Но провели расследование, и выяснилось, что муж не виноват и в этом всем не участвовал. Так что ритуалы работают очень хорошо, очень сильно. Я очень благодарна вам, уважаемая Инга. Вы дарите людям знания, которые скрыты, спрятаны от простых людей. Помогаете встать с колен, улучшить свое материальное положение. Учите жить правильно, счастливо. Спасибо вам большое, низкий поклон. Здоровья вам крепкого, процветания, долгих лет жизни. А слушателям, зрителям канала я желаю, ну как, не то что желаю, а рекомендую: делайте ритуалы и живите и процветайте. Спасибо вам большое. Спасибо. Добрый день, уважаемая Инга, все подписчики Ведьминой избы. Хочу поделиться с вами, как защитные заговоры и работы Инги спасают наших защитников. Обратилась я к Инге 24 сентября с просьбой сказать, жив ли наш родной человек. Он уехал на СВО, не выходил неделю на связь. И тогда мне Инга сказала, что да, он жив, но такое ощущение, что он ранен и не хочет вас беспокоить и расстраивать, поэтому он не выходит на связь. И посоветовала мне сделать невидимую нить, заговор. Я тут же переписала это все, сделала. И через 5 дней он вышел на связь. Он позвонил нашему общему другу, а друг занимает высокую должность, полковник ФСБ, и тот вычислил, где он находится. И он рассказал, наш воин, что они отстали от своей группы, и по группе пришел удар, и они чудом остались живы. Перед этим я начитывала, тоже быстро записала все защиты. Это к духу череду, оберег для воина «Хожу я хожу вокруг камня Алатырь». Также для спасти или защитить своих. Еще какой-то, не помню уже, каждое утро и вечер начитывала. После того, как обнаружил наш друг, где он находится, он собрал своих парней. Они еще загрузили, помимо этого, для всех остальных воин гуманитарку и отправились с нашего города туда. По приезду им сказали, что наш друг погиб. Тело ничего не найдено. Я говорю, звони на тот номер телефона, с которого он с тобой связывался. Они находились по направлению Донбасса 2 дня. И просто вот вчера наш друг написал, что я жив,
говорить не могу, очень плохо нам. Вывезите нас отсюда. И вот сегодня, это вообще чудо. Сегодня у нас 11 октября. Уважаемый Инга, это вообще, это не передать словами. Сегодня 11 октября вот наш общий друг, он как-то, не знаю, как там ФСБшники работают, конечно, они вычислили, откуда шел сигнал, собрали еще и военных и отправились на поиски. И они нашли этих ребят, нашего друга и 2 выживших. То есть они там, наверное, 2 недели находились втроем, а в 1,5 километров от них УАЗ «Патриот» подбит, и наши погибшие ребята там лежат. Наш друг вообще в рубашке родился, сказал. Болит только колено. Остальные ребята тоже с какими-то травмами. Это сейчас военные, и наш общий друг их эвакуирует. Ну и ребят погибших собирают. Я благодарю вас за помощь нам. Это вообще чудо какое-то. Я верила, что он должен был жив. Я потом верю вашим словам. Сегодня я поставлю красное вино духу Череду, поблагодарю его своими словами за помощь. Так что делайте для своих сыновей, внуков, да даже просто близких людей, друзей. Силы помогут. Благодарю вас, уважаемая Инга, низкий вам поклон. Отправлю вам благодарность на алтарь. Спасибо, что вы есть. До свидания.